Что для вас значит быть русским? И ощущаете ли вы себя русским человеком? Я русский и ощущаю это тем, что я говорю по-русски, я приобщен к русской культуре и вырос православным. Эти основные критерии, по которым любой человек отождествляется к нации, например, к России. С другой стороны, у меня тоже есть бремя тысячелетней истории России, в которой мы, предки, очень часто играли очень значимую роль в истории России и на пользу России. Например, когда Наполеон разгромил русскую армию, император послал Лобанова-Ростовского подписать мирное соглашение. И он настолько удачно это сделал, что Россия не потеряла никакой территории, не была никак не ущемлена, и вышла с тем, что Наполеон даже наградил его орденом почетного легиона. Затем русско-турецкая война. Мой предок был послом в Константинополе. 30 дней после окончания войны тогдашний посол граф Игнатьев, посол в Истамбуле, подписал мирное соглашение, которое называется Сан-Стефановское, договор, который вблизи Константинополя, где стояла армия Гурка. Этот договор давал огромное преимущество России, потому что создавалась на территории Турецкой империи огромная Болгария. С Дуная до Средиземного моря и с Черного моря до Охрида. Англия, конечно, воспротивилась. На Берлинском конгрессе этот договор был уничтожен. Лобанов назначен послом по прошению султана в Константинополе, и ему удается из-за того, что он в дружеских отношениях с султаном был, когда тот был еще престолонаследником, а Лобанов был в посольстве до этого в Стамбуле, вытащил те клаузы из Берлинского договора, которые дали возможность создать княжество Болгарии, которое сегодня проживает Болгария. И это ему удалось все-таки вопреки сопротивлению Англии. Для России эта ситуация была унизительна, потому что Россия выиграла войну на поле сражения и политически ее проиграла, потому что Англия сказала, если Гурка входит в Константинополь, мы открываем огонь и объявляем войну России. Россия не была готова к войне. И потому в России об этом договоре вообще не говорят. Все время пишется о Сан-Стефановском договоре, но который на бумажке, нереальный. А Лобанов стал что-то реальное, которое создало Болгарию, первую болгарскую конституцию. Так что у меня есть ответственность к моим предкам, и потому я продолжаю свою общественную деятельность в утверждении исторической правды.